С момента борьбы за титул в 2010 году мировая общественность больше никогда не была по-настоящему довольна. Вы могли болеть за любого претендента – Алонсо или Уэбера, Феттеля или Хэмилтона, но даже в чудовищном расстройстве после поражения любимца никто не мог сказать «такие гонки нам не нужны». Величие и одновременно простота Формулы-1 именно в этом. Даже самый взыскательный зритель забудет про все мини-скандалы, неувязки в правилах и техническом регламенте, простит даже самых невыразительных на харизму пилотов, если за титул борется сразу несколько команд. Казалось бы, нужно обеспечить всего один этот вроде бы несложный фактор и все, недовольных не останется. Но потому первый титул Феттеля и вспоминается как шоу из другой эпохи, на данный момент практически как old school, ведь такое происходит очень редко. Да, злоба, а порой и неприкрытая агрессия вполне обоснованы, все уже давно соскучились по великим сражениям. Но, как и всегда, это составляет лишь часть проблемы. Если бы она была по-настоящему массовой, то непременно совпадала бы с тем, что выдают на публику лидеры мнений. Именно западные эксперты, в том числе и бывшие гонщики, прекрасные ретрансляторы народного настроения, возможно, даже их улучшенная версия. Их слова далеки от сердечных тирад, каждый из них уже давно интегрировался в мир средств массовой информации. Но даже самое кастрированное мнение способно указать на наличие проблемы. И я думаю, вы не будете спорить. В Европе обозреватели давно привыкли к турбоэре. Иначе никак. Даже опасная пандемия в итоге стала для человека нормой, а тут всего лишь всепобеждающий Мерседес. Но все равно не может быть так, что боровшиеся в прошлом за легендарные победы пилоты просто игнорируют гнев народа, наслаждаясь титулами Хэмилтона. И все на самом деле сложнее, ведь глобально изменились не гонки, изменился весь мир вокруг гонок. Да, сейчас мы получаем куда больше новостей об автоспорте, причем сверхактуальных, практически в час их совершения. Если закрыть глаза и с этими новостями перенестись хотя бы в 2000 год, то помимо их количества, суть на первый взгляд покажется все той же. Эксперты разбирают происходящее, информируют публику, все как и сейчас, за одним глобальным отличием. Мы живем в эпоху Web 2.0, куда больше контента делают не избранные администраторы, а обычные зрители. С развитием социальных сетей это достигло своего пика. Отныне картина мира лишь наполовину принадлежит СМИ. Вторая половина — это комментарии пользователей в интернете. Каждая новость нужна и для того, чтобы помимо факта увидеть и реакцию на него. И, как правило, эта реакция максимально далека от взвешенного анализа. Если вкратце, даже самое позитивное событие может вызвать сплошной негатив. Причем это сделает абсолютно левый человек, живущий за пределами страны и не имеющий никакого отношения к вопросу. Его комментарий окажется ближе к сердцу, чем сухая формулировка с официального сайта. И тогда любая работа на смарку. И одно дело обычные новости, а другое — целая сфера. С приходом Liberty Media Формула-1 на первый взгляд обрела свободу. Нерушимая стена, выстроенная Берни Эклстоуном, безвозвратно рухнула. Как барьер, разделявший две Германии. Теперь зрители и королева автоспорта были в одном котле. И тихий шепот, и вопли публики наконец были услышаны и стали по-настоящему влиять на происходящее. Но вот парадокс. Люди настолько привыкли к важности своего мнения, что уже даже не замечают реакции на него. А она есть. Налицо обычная для медиасферы, но все еще непривычная для F1 картина. Свежеобретенная демократия. Для нее привычно состояние внутренней борьбы, даже когда все вполне в порядке. Когда недовольство вызывают сущие мелочи, но закрывать на них глаза больше не хотят. И это звучит неплохо. Но, как правило, на деле негатив существенно перевешивает все конструктивные идеи, причем в десятки раз. А потому вечная борьба продолжается, крики все громче, а счастья не будет и вовсе никогда. Ведь нет предела совершенства. В Формуле 1 все именно так. Все ведущие игроки на рынке вовсе не игнорируют, а максимально считаются с мнением простых людей. Liberty Media совместно с FIA с целью повышения стоимости акций продвигают вообще любые инициативы, которые могут понравиться прогрессивной общественности. Grid Boys, биотопливо, поддержка движения BLM, дорогущие в разработке турбодвигатели. А с приходом на пост нового гоночного директора Майкла Масси открылось новое направление – откровенное манипулирование правилами в духе классического Макса Мосли. Только если в битве Шумахера с Вильнёвым на кону стоял титул чемпиона, то теперь совершенно необъяснимые красные флаги и штрафы назначаются просто по настроению.
именно потому, что зрители хотят разнообразия, и они его получают. Окончание сезона 2020, как ни странно, показало верность курса Liberty Media. Немалая часть зрителей, благодаря фантастическим решениям Масси, на полном серьезе забыла об отсутствии борьбы за титул и не слабо так нахваливала прошедший сезон F1. Для нашей реальности это гигантское достижение. Комментарии болельщиков напоминали слова корректных экспертов. Организаторы и публика достигли негласного компромисса. Конечно, лишь ненадолго, но что это, если не успех? Самое забавное, что все эти надуманные ограничения никак не сказались на самой Liberty. Мало того, что они изначально приходили с такими идеями, так и благодаря уверенности они установили жесткие правила. Играя с традициями F1, они ничего не теряют, а как мы убедились, еще и побеждают своего самого сложного соперника — собственную аудиторию. Страдают как раз те, для кого эти правила установлены. Вся мощь социальных сетей теперь напрямую обрушилась на все самостоятельные команды Формулы-1. При Берни Эклстоуне все было иначе. Блогерам даже не давали аккредитации, а на так называемые скандалы попросту закрывали глаза. Оно и понятно. Группа недовольных людей на форумах не представляла никакой угрозы. О бурных вечеринках вообще всех пилотов современной F1 писали в самых ярких красках, но упрекнуть спортсменов было не в чем. Точнее, некому было упрекать. Интересы недовольных банально никто не представлял. Самым ярким примером является Кими Райконен. Страшно представить, что было бы сейчас, упади он с яхты. Да даже история с выдуманным домогательством из 2018 года, слава богу, случилась не парой лет позже. Старика Эклстоуна критиковали очень многие, но больше всего это делали те, кто с пеной у рта разносил британца за архаичность взглядов. Берни делал очень важную вещь. До последнего не допускал того, чтобы в Формулу-1 проникла презумпция виновности. Даже после умопомрачительной оргии президент ФИА Макс Мосли целый год руководил федерацией. Отставки требовали газеты, крупнейшие автоконцерны, но тогдашние чиновники ничего не могли сделать. Оказывается, они ждали решения суда. На Западе уже, наверное, забыли, что виновность нужно доказывать. И именно эти принципы до последней капли крови отстаивал владевший чемпионатом Берни. И вот он, наконец, продал все свои акции. Посмотрите сами, величайшая команда Ferrari, некогда государство в государстве F1, вынуждена подписать безликого персонажа Карлоса Сайнца, единственного, кто не вызовет никакой реакции. А сейчас отсутствие реакции куда надежнее, чем хотя бы один недовольный активист. Команда Red Bull вынуждена подписывать чужого для своей системы Серхио Переса, а некогда великий Макларен Рона Денниса в противовес историям о токсичном Фернандо Алонсо уже третий год подряд собирает коллектив из приземленных весельчаков. Это, наверное, самый очевидный успех по части пиара. Финансовые дела у Уокинги обстоят хуже, чем когда-либо. Команда выставила на продажу свою знаменитую базу, аэродинамическая труба устарела, а акции продаются немыслимыми ранее пакетами. Даже проект в Индикаре не вызвал никакого интереса. Но весь мир восторгается результатами работы маркетологов, рисующих мемы и снимающих легкомысленную клоунаду про двух братьев по крови. Одобрил бы такое Рон Деннис во времена Берни? Абсолютно точно нет. Рено не выдержала общественного давления и прибила Ника Хюлькенберга как муху в собственном же коллективе, несмотря на блестящее 7-е место по итогам сезона. Даже Хаас наконец услышал расхожее мнение. Пара Магнуссен-Грожан банально устарела, нужно что-то новое, хотя оба пилота приносили американцам существенную финансовую выгоду. Как мы видим, далеко не все следования желаниям толпы ведут к глупостям. Часть решений выглядит и впрямь свежо. Но это та самая ложка меда, которая буквально бултыхается в гигантском ведре страха. Ведь теперь каждая команда, которая считает свои деньги, под угрозой. Любого пилота можно вынудить уйти, а любой спонсор больше не доверится рукопожатиям и без раздумий расторгнет контракт, если условное ЛГБТ-движение посчитает кого-то неугодным для себя, а значит и для всего мира. А в совокупности эти несколько факторов способны выставить команду как минимум на продажу. Представьте себе условный Хаас, оставшийся без спонсоров. Сейчас Гюнтеру Штайнеру удалось отстоять позиции Никиты Мазепина после глупейших обвинений. И в этом ужас ситуации.
Приблизившейся на расстояние вытянутой руки прогрессивной общественности не нужно доказывать вину гонщика или команды, они хотят принимать решения, хотя такого права им никто не давал. В конечном счете мы увидим практически полное падение уровня харизмы в паддоке. Даже во времена Берни личные менеджеры сдерживали пилотов. Итог – унылейшие интервью и приклеенные улыбки. Но тогда они хотя бы не боялись, что нечаянно сказанное слово, без преувеличений, может сломать им жизнь. Да, теперь стена независимости снесена напрочь. Формула-1 считалась устаревшей конструкцией, но внутри была по-настоящему независима. Решения, принимаемые изнутри, были гораздо важнее решений снаружи. Теперь же каждый участник Гран-при отвечает перед каждым зрителем. Звучит просто прекрасно. Но это ли нужно королеве автоспорта на самом деле? Решите для себя сами, ведь теперь именно вы главный. С вами был канал Формула для всех. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, не пропускайте новые выпуски, приходите к нам на стримы. Всем пока.